Девочки, все-таки есть какая-то магия утра, когда ты встаешь рано, садишься за свой рабочий стол и начинаешь создавать игрушки. Привет, меня зовут Катя, вы на моем вязальном канале. Я вас всех рада приветствовать. Сегодня у нас с вами 5:30 утра. Мы начинаем новый вязальный влог. Почему так рано? Вообще сегодня вторник, рабочий день. Мне к 8 на работу, но встала я достаточно рано, потому что вчера плохо себя чувствовала, легла спать в 8 вечера. Естественно, выспалась. Но это даже, наверное, лучше. Если бы я вечером села что-то делать, вряд ли у меня что-то там дельное получилось в плохом состоянии. Когда болит голова, все равно ничего не получается. Сейчас зато выспалась и со свежими силами немножечко поработаю перед основной своей работой, потом уже отправлюсь в офис. Так, что у нас по планам с вами? Мне нужно сделать 2 заказа, ну и плюс подготовиться к ярмарке. Заказы не очень большие, но один вообще легкий, второй такой достаточно сложноватый, потому что нужно вязать волков из мохера, а я не люблю вязать из мохера, все-таки он колется, он тактильно для меня неприятен, и с ним много работы. Но, тем не менее, делать нам это нужно. Итак, давайте приглашу вас к своему рабочему столу и посмотрим, что в итоге у меня есть. У меня вот такая корзинка. У меня здесь все детали на волка. Уже собрана голова. Вот, нужно ее доделать. И сделан Бэтмен. Бэтмен готов, осталось ему приклеить только глазки из фетра. Поэтому нужно сейчас вырезать это все, доделать игрушку и уже написать заказчику, что он уже готов, можно его забирать. Так что вот. На работе вчера начала еще одного волка, тоже сделала ему часть деталей, то есть все, что необходимо для головы, начала уже вязать туловище. Поэтому сначала соберем, наверное, вот этого красавца, а потом буду делать уже второго. Так, и еще вам сейчас покажу игрушки, которые я приготовила для ярмарки, новинки. Вот такие вот птички, посмотрите, какая красота. Я взяла Гималай Вельвет, это голубой цвет, и вот эти 2 птички у меня из Лавиты. Или из Воланса. В общем, не помню, по-моему, из Воланса все-таки, потому что они такие достаточно поплотнее. Это платный мастер-класс Надежды Лебедевой. У нее эти мастер-классы выходят и в ВК-донатах. Поэтому переходите, смотрите, приобретайте. Птички классные, мне очень понравились. Посмотрите, какие. Здесь все цельновязанное. Крылышки, хохолочек, хвостик, все. В общем, пришивать ничего не нужно. В мастер-классе, правда, носик сделан из плюшевой пряжи, но у меня оранжевого цвета на данный момент нет, поэтому я сделала из полухлопка, немножечко по-своему, но от этого результат совершенно не меняется. И каждому повязала вот такую небольшую повязочку в тон основного цвета, немножечко отличающуюся. Но, в общем, вот такие птички у меня получились. Посмотрите, какая прелесть. Мне очень нравится. Посмотрим, как на них будут реагировать на ярмарке. Если будут хорошо разбираться, я еще обязательно их навяжу. Мастер-класс очень простой, легкий. Вообще там вяжется эта птичка буквально за 15 минут. Глазки у меня не вставные, а клеевые. Я приклеила, потому что на такие маленькие игрушки в последнее время я вставные глазки не трачу. Не вижу смысла. Это только увеличивает себестоимость игрушки, а результат тот же самый. Поэтому вот такие малыши у меня получились. Так, ну что, идем с вами вот в эту корзиночку и начинаем оформлять Бэтмена и собирать волка. Для того, чтобы сделать фетровые глаза игрушки, я вот такой пластиковый, не знаю, видно вам, нет, треугольничек вырезала, как бы в виде шаблона, и уже его буду прикладывать на сам фетр. Вот он. Из чего я делаю вот этот пластик? Многие говорили, что делают там из крышек от сметаны и так далее, но он не такой прочный, то есть этот прям вот он такой плотненький, и я этот же пластик вставляю и в ножки куклам. Сейчас я вам покажу вот фетр, вот он у меня. Вот, что это у меня за пластик?
У меня очень много остается вот таких вот пластиковых штучек в виде с линейкой, без линейки. Это от стикеров для книг, когда я читаю. И я их сохраняю. Пластик достаточно такой плотный. И потом из них вырезаю всякие ножки, какие-то подставочки для игрушек. Держится очень хорошо. Поэтому и вот этот треугольничек тоже вырезала из него. Уже время без 28, город потихонечку просыпается. Окошко я не буду закрывать, иначе очень жарко, поэтому вы можете слышать различные машины. Что я сделала? Я доделала Бэтмена. Сегодня напишу, чтобы его уже забрали. И доделала Волка. Одного собрала. Вот, тоже время немного занимает, все аккуратненько пришить. Осталось его только начесать, немножечко протонировать, и он будет полностью готов. На работу сейчас беру с собой мохер. У меня уже связано туловище, я сейчас тоже его довязала, и полностью детали для головы. Осталось ручки, ножки, хвост. В общем, этим я буду заниматься на работе. Так что один уже готов, наверное, завтра повезу игрушки. Сегодня вряд ли, потому что не успею доделать. Да и на работе, естественно, тонировать, начесывать я все это не буду делать. Поэтому пусть пока постоит. Завтра его отвезу. Ну что, все, собираю моточки и отправляюсь на работу. Всем доброе утро. Сегодня уже новый день. Я вчера вечером, к сожалению, ничего не вязала, потому что не получилось у меня выбрать время для этого. Это мой первый волчок, которого я вам показывала вчера утром. Что я сделала сегодня утром и немножечко на работе. Извиняюсь за свой охрипший голос, что-то у меня горлышко немножко подводит, может быть, просквозило где-то кондиционером. Так, рабочая такая обстановка, расчлененка волка. В общем, все детали у меня сделаны. Сегодня утром я связала 2 руки и вот эту ногу. Все остальное у меня было уже связано. А сейчас буду собирать вторую уже игрушку. И, в принципе, сегодня в обед мне это все надо отвезти. У меня вот тут свечечка. Кстати, вот этот горячий хлеб безумно ароматный, мне очень нравится. Время у меня сейчас 9 утра, я встала давно. И, в общем, тружусь, смотрю YouTube и доделываю свой заказ. Ну, а потом уже буду что-то экспериментировать с плюшем, потому что мне прям вот от мохера уже тактильно неприятно его вязать. Хочется побыстрее доделать. И сделать такой перерыв на что-нибудь мятенькое и приятное. Поэтому начинаю собирать игрушку. Девочки, новое подключение. То, что я делала волков, к сожалению, мне не получилось вам их снять, мне пришлось их отдать. По-быстренькому, в общем, времени подключаться совершенно не было, но, поверьте, они очень-очень классные. Я сегодня поеду отправлять новый заказ. Уже и вот 2 дня над ним работала. Мы с мамой поделили игрушки. Там, ну, не знаю, в районе, может быть, 40 игрушек. Может быть, чуть больше. А все они маленькие брелочки, поэтому как бы особо времени много не занимают. Но в то же время, когда их там нужно одних 10, других 10, и успеть это за 2-3 дня, то есть вы понимаете, что как бы время вообще нет, не подключаться, ни что-либо делать. Мы с мамой поделили. У меня были пчелы и коты. Пчел я успела сделать. Я вам сейчас покажу. У меня вот тут вот целая корзина. Я ее беру с собой, потому что мне их сегодня отвозить. А вот котов я сделать не успела. Поэтому я сейчас на работу беру с собой целый пакет пряжи. Так как коты должны быть разных цветов, мне приходится туда сейчас много всего брать. И, соответственно, мне нужно до конца рабочего дня сделать 10 котов, чтобы потом все это вместе отвезти. Поэтому не знаю, что у меня получится, не получится. Будем наблюдать, будем смотреть. А сейчас подключаюсь к вам со своего рабочего стола и покажу, что у меня получилось. Всегда видео экспресс-формата, потому что время уже без 10:08, и я работаю с 8. В общем, мне нужно уже отправляться. Вот такая вот корзинка пчел. Сделала я их все разные. Сделала вот такие темно-желтые с коричневыми вставками. Вот. Дальше с черными вставками, с бледно-желтые такие.
и бледно-желтые с коричневыми вставками. Вот какие вам больше нравятся? Кстати, некоторым я вот просто сделала щечки и улыбку, а некоторым пчелкам еще сделала реснички. Ну, чтобы они были все разные. Кому что понравится. Вот. Так что вот такие малыши у меня получились. Как делать вот такие вот крылышки быстро и легко, я показывала в прошлом влоге. Вот. Как это все быстренько пришивается и делается. Поэтому можете перейти, посмотреть. Весь вот этот пчелиный улей я сейчас забираю с собой, чтобы домой потом не заезжать и не забирать игрушки. И по идее буду делать котов, но не факт, что у меня 10 штук получится, потому что на самом деле это достаточно много времени занимает, а работа есть работа. Ее как бы основную никто не отменял, поэтому приходится делать там побыстрее все в темпе, чтобы успеть повязать еще и вот таких вот маленьких брелочков. Вот. Это мои достижения за вчерашний день и чуть-чуть позавчерашнего. То есть за 1,5, получается, дня. 15 штук у меня здесь их. Поэтому едем на работу вязать пузыриков. У меня еще лежат птички, но это на ярмарку. Я вам писала уже в телеграм-канале. Если вы еще не там, то присоединяйтесь, пожалуйста. Там много всего интересного. Вот я недавно проводила опрос, какие форматы видео вы хотите и так далее. И описала, что у меня впереди много ярмарок, потому что июль и август – это такие одни из самых насыщенных в нашей области мероприятия, поэтому там практически каждые выходные. И для этого необходимо пополнить прям вот максимально ассортимент. Поэтому вот эти птички от Надежды Лебедевой по ее платному мастер-классу у меня такие пробные. Я хочу посмотреть, как будут на них реагировать. Там еще у Надежды вышел замечательный мастер-класс слоника, поэтому как только я доделаю заказ, я уже возьмусь прям наполнять ассортимент для ярмарок. Ну и Бэтмен пока ждет, когда его заберут. На выходных обещали, в общем, приехать и забрать. Вот. Так что такая красота. Все, отправляемся. Очень день сегодня был достаточно сумбурный. Много людей приходило, поэтому у меня получилось всего 3 кота вместо 10, которых я хотела. Поэтому вот такие малыши. Вот один нежно такой серо-голубой, розовый и сиамский. Так что вот только 3 котика. Так вам покажу. Сейчас буду их тоже собирать в пакет и отвозить. Мама привезла мне целый пакет игрушек, поэтому сейчас буду все разбирать, писать список, сколько чего я отвожу. Вот. Ну и заодно вам покажу. У меня тут завален, в общем, это брелочки волк. На него есть бесплатный мастер-класс на Дзене, поэтому переходите, вяжите. Вот, 10 штук. Дальше масики. Вот такие малыши. Вот. Разных цветов 5. Кот 4 лапы. Пузырики. И коты семечки. Разных цветов, тоже их 7 штук. Вот. Так что вот так вот весь мой стол завален. И плюс еще пчелы. Я вам их показывала, их было 15. Я их сейчас не буду доставать сюда в пакет. Вот. Так что это вот сейчас все отправляю, отвожу в новый дом. Так, девочки, всем доброе утро. Я вчера отдала все свои игрушки, которые я приготовила, отвезла. И решила, думаю, что сделаю себе выходной, потому что не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, все, этот вечер я просто посвящу себе. Буду лежать, читать, отдыхать. Но, как всегда это бывает. Полежала я, конечно, немного, погуляла с собакой и думаю, ну что же я лежу, впереди у меня столько ярмарок, мне столько надо связать. Написала огромнейший список себе, что мне необходимо, какой ассортимент игрушек у меня должен быть на ярмарке. Каждого наименования там, ну, в основном от 5 до 10 штук. Список получился огромнейший. Есть там, конечно, игрушки в единичном экземпляре, например, дракон Змей Горыныч.
Но это единицы. В основном это вот такие маленькие игрушечки, которых необходимо пополнить наши столы. Взяла я, конечно же, крючок и начала вязать. Что у меня за вечер получилось? У меня получился вот такой вот один котик. Посмотрите, какой пузырик. Я напомню, это мастер-класс Ольги Скип, платный. Если вы хотите повязать таких котиков тоже, то переходите к ней на страничку, приобретайте. Котики вообще крутые очень. Они у меня разбираются моментально просто. Вот таких котиков, вот второй у меня еще появился, я продаю по 400 рублей. Вот они такие кругляши, пузатенькие, симпатичные и очень-очень легко вяжутся. На одного котика у меня уходит, минут 15-20, не больше. И то, исходя из того, что мне необходимо вот вышить усики, носик, да. Если бы не это, то вяжется это вообще очень-очень быстро. Поэтому вот таких два котика у меня получилось. На этом я буду заканчивать видео. Как вы видите, у меня вот здесь огромнейшая стопка книг стоит. Это я сейчас буду снимать прочитанное на свой второй канал. Если вы не знали, если вы новичок на моем канале, то знайте, у меня есть еще второй канал на ютубе. Он посвящен книгам, про интересным произведениям различных жанров. Поэтому вот именно вот эту стопку, вот эту огромнейшую стопку я прочитала за последнее время, поэтому сейчас буду все это снимать, рассказывать. И если вам интересно, то ссылки на мой второй канал внизу в описании. Переходите. Я вас там буду очень ждать, если вы тоже этим интересуетесь. Видео всегда интересные и есть что выбрать для себя. Даже если вы не читаете в тексте, то всегда можно включить аудиокнигу, как я. И во время своей работы или прогулки, например, с собакой, очень-очень комфортно слушать интересные произведения. Поэтому я пошла на съемку нового видео. С вами я буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал, если вы вдруг нелегально попали на него, потому что впереди будет много интересных, классных видео, которые вы пропустите, если вы не нажмете кнопочку подписаться. И не забывайте ссылки на все наши другие сети. Это канал Дзен, телеграм-канал, Бусти. Все тоже внизу в описании к видео. Напомню, везде видео и материалы совершенно различные. Ничего не дублируется. Везде информация новая, свежая и интересная. Все, а я буду с вами прощаться. Отправляюсь на съемку нового видео. Пока.